Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылочка на сайт. Вот, а мы с вами сегодня поговорим о таком искушении, которым часто подвергаются женщины. Это когда вот она посмотрела по сторонам, и вроде как достойных партнеров она для себя не нашла. Но вот увидела кого-то с перспективой роста. Ну вот он такой, он не дотягивает немножко до меня. Но вот если я его возьму, подращу, приведу в чувство, причешу, отмою, приукрашу, будет мужик огонь. И вот тогда рядом с ним со мной все будет классно и замечательно. Очень опасная практика, сразу скажу. Для тех, кто любит коротко, скажу сразу. 5 важных моментов есть, которые в этом намерении для женщины прям как бомба, которую она подкладывает под себя, под свое будущее, под то, что она может получить потом, чуть-чуть после того, как она сильно вложится. Какие это 5 моментов и что же сделать, чтобы в отношениях было хорошо, разберемся в этом видео. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, почти 20 лет помогаю женщинам находить свою любовь и реализовываться в жизни. Если вы еще не подписаны на канал, красная кнопка под видео, жмем, подписываемся и будем с нами. Если она серая, все нормально, вы уже с нами. Лайки, благодарность ваша Ютубу за то, что он дает вам возможность встретиться со мной и получить полезную для себя информацию. Ваши комментарии говорят мне о том, насколько это актуально, что еще уточнить в следующих видео, насколько стоит раскрывать эту тему или вообще ее сворачивать, если вы не пишете комментарии. 5 важных моментов, когда женщина принимает решение дорастить своего партнера. Первый, самый важный момент про вашу мотивацию. Если вы думаете, что вы такая вся из себя замечательная, офигенная женщина, которая решила взять облезлого котика на помойке, блохастого хомячка, который вот откинет лапки, привести его в чувство и сделать из него, там, я не знаю, призера мирового чемпионата по красивым котикам или красивым хомячкам, красивая, сладкая сказка. Но когда вы берете партнера ниже себя, по достоинствам, по потенциалу, по всему, но думаете его привести в чувство, отмыть, и не признаете себе, что это от безысходности, вами движет гордыня. Вот я его сейчас причешу, отмою, и он станет красавцем, это про вашу гордыню. Потому что вы сразу занимаете доминантную позицию в этой ситуации. Вы за него все решили, каким им быть. Вы свое эго чешете. Это нифига не про любовь. Второй важный момент. Когда вы берете партнера с потенциалом дорастить, учтите, вы не берете щенка из питомника, которого надо дрессировать для того, чтобы он стал победителем собачьей выставки. Вы берете живого человека. Идете с ним в отношения, а не берете на усыновление и перевоспитание. А когда вы идете с человеком в отношения, то у этого человека на собственную жизнь, на ваши отношения могут быть совершенно другие планы, чем у вас. И вас тут потенциально может ждать разочарование, потому что это не курсы дрессировки. Учтите этот момент. Учтите этот момент, а мы переходим к третьему. Когда вы вкладываетесь в партнера, доращиваете его, развиваете, раскрываете, отмываете, причесываете, приводите его в чувство, что вы делаете? Вы занимаете в отношениях родительскую позицию. Ваш партнер может совершенно спокойно расслабиться, куролесить, делать все, чего угодно. Почему? Проблемы порешает мама. Но мама не сексуальна. Маму не хочется. Хочется перед равными покрасоваться. Понимаете, в чем дело? И поэтому все неравные партнерства рано или поздно заканчиваются фиаском, потому что блохастый котик, став красивым принцем, сваливает куда-нибудь на помойку красоваться между кошечками, которые остались там на помойке. А может быть, там приходит где-то куда-нибудь место поприличнее, но другое, где его не помнят таким, как он был раньше. Учтите, мама всегда асексуальна, ее не хочется. Вот такая вот маленькая вещь, которую нужно учитывать. А мы с вами переходим к следующему моменту. Чего еще не учитывают женщины, когда начинаются вкладываться в партнера?
когда начинают очень активно жить его жизнью, решать его проблемы, усовершенствовать его, думать, как развивать его карьеру или как продвигать его, как какие-нибудь дырки закрыть, которые он принципиально не хотел искать, решать у себя в жизни, они отнимают энергию у себя, у своих планов, у своих дел и переливают туда. И что в результате? Там расцветает, а у нее у самой бобик сдох. Начинаются проблемы, начинаются сложности, начинается нехватка ресурсов, начинаются претензии там, где еще вчера у нее все было замечательно, и она думала, там все работает, там все движется, все хорошо, я могу спокойно переключиться на это. Шиш! Как только она поменяла свой взгляд, все перешло в состояние упадка. Почему? Потому что кончилась ее энергия. А потому что за счет ее энергии как раз там все крутилось, вертелось и приносило ей доходы, признание, там, любые плюшки, которые у нее были, она считала, что у нее жизнь сложилась. Вот такой важный момент, которого тоже женщины не учитывают. Ну и мы с вами подошли к 5-му важному моменту, и сейчас мы с ним разберемся. Когда вы вложились, ваш принц, так сказать, уже стал принцем, вернее, жаба стала принцем, у вас начались проблемы, и ваш принц понимает, все, инвестор сдулся, ему больше нечем инвестировать. А он-то хочет расти, он только во вкус вошел. И что он делает? А он начинает уже идти и искать других инвесторов. Он может переметнуться к вашим подругам, он может переметнуться к другим женщинам, которые занимают более высокую лестницу социальную, имеют больший статус, имеют больше ресурсов. Почему? А потому что ему понравилось расти. Вот эти 5 опасных моментов. Теперь про хорошее. Потому что, наверняка я вас огорчила, да? А теперь про хорошее. Учтите, отношения имеют потенциал долгого развития и долгого существования тогда, когда в отношениях оба партнера хотят развиваться. Но каждый в своей сфере. Да, они подсказывают, помогают, поддерживают друг друга, но каждый двигается в своем направлении, со своей скоростью, но двигается. Не сидит на месте и ждет, пока его причепурят, как в салон вы приходите, и вокруг вас парикмахер вертится и наводит красоту. Нет, оба двигаются, и оба чего-то хотят. И то, к чему они стремятся, совпадает. У них общие планы на жизнь. Вот тогда ваши отношения будут долгими, счастливыми. Почему? Потому что вам есть какие победы праздновать, вам есть какие цели ставить. Вы можете замечать, как развивается ваш партнер, он замечает, как развиваетесь вы. Вам классно, вы в этом купаетесь и растете. У вас вырастает достаток, у вас появляется признание, у вас появляется больше возможностей в жизни, у вас всего становится больше. Вот тогда это классно. А когда вы берете на помойке кота и пытаетесь из него сделать принца, извините, переслушайте видео сначала, если я вас еще не убедила. Надеюсь, что я убедила. Хотите со мной поспорить? Милости прошу в комментарии. Напоминаю, лайки любит YouTube и люблю я, потому что тогда я понимаю, тема актуальна. А мы с вами встретимся в следующих видео. Пока-пока, ласточки. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная я».